Всем доброго времени суток. В одном из прошлых выпусков я показал, как сделал этот открытый стенд сам и установил в нем кое-какое железо. С тех пор железо в нем менялось, и вот получилась сборка, которую я и задумывал изначально для работы. В общем, ссылки на комплектующие оставлю в описании, там же будут ссылки на другие мои ресурсы. В начале в этом стенде у меня стоял сокет 1150 с 4 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой AT Radeon HD 6670 на 1 гигабайт. Затем я перешел на сокет 1156 с процессором Intel Xeon X3430, также с 4 гигабайтами оперативки, и карту поставил GTX 750 Ti от фирмы Gigabyte. И вот теперь конечный результат, по крайней мере для этого выпуска. Процессор X3440, 8 гигабайт оперативки, 2 планки по 4 гигабайт для двух каналов. Материнская плата от фирмы EVGA 111 CD E630TR с 4 слотами под оперативку до 16 гигабайт включительно на чипсете H55. Довольно неплохая материнка была в компьютере, который я обозревал как ПК-блогера. Ссылка на выпуск будет в конечной заставке. Блок питания от фирмы Linkworld на 430 Вт. По факту там Вт 216, чего в принципе хватает, так как система в пике нагружает до 160-170 Вт. Ну и SSD накопитель от домашнего компа Kingston V300 на 120 гигабайт, хороший и долговечный твердотельник, и башенный кулер от PC Cooler, который протестирую по ходу выпуска. А теперь посмотрим на температуру, как раз узнаем, достаточно ли будет этой башни для моего процессора. Ну и по старинке сделаю тесты в синтетике и, конечно же, тесты в играх, без какого-либо разгона, так как мне производительности для работы хватает. Как раз таки эта сборка и есть одна из тех, которые я рекомендовал в выпуске про VA, виртуальные сборки, ссылка на плейлист есть в конечной заставке. Советую вам посмотреть, там же и другие сокеты есть для других задач. В общем, есть над чем задуматься.
принципе, я результатом доволен за деньги, которые были потрачены на сборку. Результат очень даже хороший. Также хочу протестировать карту GTX 960 на 2 и 4 гигабайта памяти, но никак руки не доходят. Стоят они денег, а их у меня нет. Ну а если вы заинтересовались и задумываетесь над приобретением железа, не забывайте про кэшбэк сервиса. Letyshops и EPN помогут вам сэкономить на железе, на них ссылки есть в описании, ну и Авито и Юла вам в помощь тоже. Ибо все с AliExpress брать не имеет смысла, блок питания, жесткий диск и корпус лучше искать на барахолках, так будет дешевле и причем существенно. В общем, друзья, жду ваших комментариев, это лучший мотиватор, лайки для поднятия настроения, а подписки для новых выпусков. Идей для реализации много, и пока вы смотрите этот выпуск, я уже пишу план и сценарий для нового. Также не забывайте группы ВК, и интересующие вопросы можете смело задавать там, помогу, чем смогу. А на этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.